Добрый день, уважаемые белорусы! С вами Станислав Лупоносов. Сегодня, к сожалению, мы продолжим отвечать на вопросы. Что произошло с бывшими сотрудниками нашей организации, а ныне Белпол? С теми, кто после 2020 года открыто выступили против преступного режима Лукашенко и почти 2 года были в наших рядах. Но, как выяснилось, сами совершали преступления уже здесь, в Польше, на территории Евросоюза. Почему некоторые бывшие сотрудники после увольнения вместо борьбы с режимом занялись борьбой с Байпол и дискредитацией его руководителя Александра Азарова, рассказывая невероятные истории в стиле пропаганды про распятого мальчика? И почему мы вынуждены были обратиться в польскую полицию и подавать иски в суд? Но обо всем по порядку. Те, кто следит за событиями, помнят, что конфликт в Байпол начался в начале июня, когда сотрудникам было предложено пройти полиграф, но не все на это согласились. Те сотрудники, которые отказались от прохождения полиграфа, были уволены в связи с утратой доверия. Это нормальная практика в любой организации силовиков, работа которой сопряжена с секретностью и рисками утечки информации врагу. Признаемся, что еще задолго до так называемых скандалов и расколов у нас возникли подозрения в финансовой нечистоплотности одного из сотрудников Байпол, Матвея Купрейчика, который во время работы в организации отвечал за донаты. Электронные кошельки организации были зарегистрированы в начале 2021 года на физическое лицо Матвей Купрейчик еще до регистрации организации 28 мая 2021 года. Однако Байпол – это не бабушки у подъезда, чтобы оперировать сплетнями и слухами. Мы оперируем фактами, доказательствами, и только на основании их делаем выводы и кого-то в чем-то обвиняем. Вы можете задать вполне логичный вопрос: так почему мы не сделали перерегистрацию данных кошельков на юридическое лицо Байпол? Все дело в том, что в то время в организации царило полное доверие и взаимопонимание, и подобные предложения в коллективе воспринимались как недоверие друг к другу и без того непростом деле борьбы с преступным режимом Лукашенко. Очень зря, скажете вы, и будете правы. Именно злоупотребив доверием коллектива, впоследствии Матвей Купрейчик оставил себе все медиаресурсы и кошельки организации вместе со всеми деньгами, которые предназначались для белорусских партизан. Но вернемся к нашему расследованию. По достигнутой еще в апреле договоренности с Валерием Сахащиком обе команды, Байпол и Департамент национальной безопасности, при Объединенном переходном кабинете Беларуси должны были пройти полиграф для установления доверительных отношений и организации взаимного сотрудничества. Это обычная практика в системе безопасности закрытых структур наподобие Байпол, которые являются целью номер 1 для вражеских агентов. Нами был приглашен один из лучших полиграфологов Украины и Восточной Европы, основатель Всеукраинской ассоциации полиграфологов, специалист, способный выявлять даже тех, кто прошел обучение в спецслужбах по обману полиграфа. И кто же отказался проходить полиграф? Этими людьми оказались Матвей Купрейчик и еще один бывший сотрудник КГБ. Назовем его пока Мистер Икс, чтобы не нарушать закон и не оглашать его персональные данные. Если Купрейчик своим отказом просто усилил наши подозрения, то к Мистеру Икс возникли новые вопросы. Но это тема для отдельного видео, которое скоро выйдет на нашем канале. Так почему они тогда отказались от прохождения полиграфа? Отказались ответить на одинаковые для всех вопросы. Ведь другие сотрудники, которые остались в организации, без проблем согласились и прошли полиграф. Возможно, было что скрывать. А может быть, почувствовали опасность разоблачения настоящим полиграфологом. Итак, Купрейчик, как мы уже говорили, отвечал за донаты организации. На него были зарегистрированы электронные кошельки, пароли от которых он держал в тайне от своих товарищей в целях безопасности, как он тогда говорил. Кроме того, Купрейчик получал наличные средства от доноров, желающих поддержать работу Байпол. Уже позже мы узнали, что в Вильнюсе Купрейчику передавали для развития организации деньги, что он утаил от руководства Байпол. После увольнения на встрече со Светланой Тихановской Купрейчик сам подтвердил, что присвоил себе 5000 евро из донатов, полученных от частного лица. Когда Купрейчик был уволен,
Мы провели детальное внутреннее расследование, восстановили информацию и проверили поступления и расходы донатов на электронных кошельках организации, зарегистрированных на имя купречика, а также движение средств внутри организации. Анализ движения по электронному кошельку биткоин подтвердил наши худшие опасения. Мы обнаружили транзакции по выводу денег неизвестно кому и на какие цели. На общую сумму ни много ни мало 191 тысяча долларов США. Деньги, которые должны были пойти на закупку оборудования для белорусских партизан внутри страны, были похищены. Часть транзакций была проведена им через так называемые миксеры. Миксер – это такой сервис, который позволяет перемешивать свои криптовалютные средства со средствами других пользователей, чтобы скрыть источник и назначение транзакции. Но и, к сожалению, отчета об этих транзакциях купречик не предоставил по сей день. Может быть, он просто переводил средства на другие кошельки организации, спросите вы. Что ж, мы проанализировали данные с помощью сайтов Blockchain и Etherscan и сравнили приходы на другие кошельки Bipol. Увы, мы не увидели совпадений, когда средства выводятся с биткоин-кошелька и одновременно такие же суммы приходят на другие кошельки организации. Каждый желающий может повторить наш эксперимент и убедиться в нашей правоте самостоятельно. Но давайте для примера посмотрим на одну самую крупную транзакцию от 20 января 2022 года на сумму 88 847 долларов США. Такая большая сумма на другие кошельки не зачислялась и обратно на кошелек тоже не вернулась. А теперь перейдем к кошельку самого Матвея Купречика и проанализируем его с помощью сайта transcan.org. 23 июня 2022 года в 0 часов 22 минуты мы наблюдаем приход на кошелек Купречика 8245 долларов США, 7,9 эфира. И одновременно уход с эфир кошелька Bipol точно такой же суммы. Совпадения? Точно нет. Перевод совпадает с поездкой Купречика на отдых на озеро Кома в Италию. Нужно ли здесь говорить, что в Bipol не бывает таких огромных отпускных, и что это не могла быть зарплата или что-то подобное? Ведь никаких вопросов по зарплате летом 2022 года у Матвея к Bipol и Азарову не было. Как говорится, кто громче всех кричит «держите вора», сам оказывается вором. Матвей, где деньги? Это далеко не 5000, о которых ты признался в присутствии Светланы Тихановской. Мы не можем на 100% утверждать, что Купречик потратил эти деньги на покупку своего дома под Варшавой или на итальянские каникулы. Но факт остается фактом. Денег на счетах нет, а деньги эти донатились организации Bipol. Они собирались для белорусских партизан и подготовки добровольцев, но никак не Купречику лично. И целью этих донатов была борьба с режимом в Беларуси, а не обустройство бывшим сотрудникам МВД комфортной жизни в Польше. Вы спросите, так зачем Купречик брал кредит в банке, если деньги у него были? Как профессионалы заметим тот, что получение кредита в мировой практике является как раз способом легализации преступного дохода. Мол, денег у тебя нет, берешь кредит, а позже гасишь их из средств, полученных преступным путем. Украденные средства – это как раз те деньги, которые были бы очень кстати и помогли бы тем белорусам, которых пришлось срочно эвакуировать после операций в Мачулищах и других акций. Ведь именно тогда из операции с подрывом российского военного самолета А-50 в нашей организации прекратилось финансирование и возникла напряженность в отношениях сотрудников, которые хотели стабильную зарплату больше, чем бороться с режимом. И такие, как Купречик, по жадности ли, глупости ли или другим мотивам активно помогли бросить тень на единственную организацию, которая организовала реальные акции с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в том числе с территории Беларуси. Что мы вынуждены в связи с этим сказать? Bipol – это организация, которая борется за восстановление правопорядка и законности в Беларуси, и поэтому строго придерживается этих же принципов в стране пребывания. Это относится и к нашим сотрудникам, в том числе и бывшим. Мы не разглашаем данные непубличных лиц из бывших сотрудников Bipol, которые не выступали с публичными заявлениями и сохраняли свою конфиденциальность. Но в свою очередь мы от них требуем нахождения исключительно в правовом поле и соблюдения законов, а также тех документов, которые они подписывали с Bipol. Иначе к нескольким искам в суд, которые мы сейчас готовим, добавятся новые. Закон на территории Евросоюза работает для всех, даже для тех, кто приехал из страны, где не до законов или работает на преступный режим.
Даже странно объяснять бывшим силовикам, офицерам, которые изучали юриспруденцию, что нарушать польское законодательство, равно как и профессиональную этику, это преступление, которое будет иметь последствия. К сожалению, как вы понимаете, мы, руководствуясь законом, не можем все озвучивать и придавать огласке. Однако правоохранительные органы стран Евросоюза уже занимаются вопросами нарушения Уголовного кодекса некоторыми бывшими сотрудниками Байпол. Можем пообещать только одно. Как только компетентные службы дадут разрешение на публикацию материалов следствия, мы тут же о них расскажем белорусскому народу. Мы продолжаем бороться с предателями и врагами белорусского народа. Не забывайте о мерах безопасности, если смотрите и комментируете нас из Беларуси. Новое расследование уже совсем скоро. Не прощаюсь. Живе Беларусь! Разом до перемоги!